Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как сделать калитку с воротами. Ворота я планирую сделать из профнастила и профиля квадратного. Типа такого что-то. Высота ворот и калитки будет 2 метра. В первую очередь необходимо демонтировать старую калитку, ворота и забетонировать стоечные профиля. Стоечные профиля имеют размер 80 на 80 миллиметров и толщину стенки 3 мм. Длина их 3 метра. Теперь снимаем старую калитку и демонтируем опорную трубу. И с помощью донкрата выдернем этот столб. И вот столбик демонтирован. Хорошо, что он был без бетона, и пришлось его выдергивать. И пробурим отверстие для стоечного профиля возле калитки. И приступим к демонтажу ворот. Для облегчения разрушения бетона забетонированных столбиков можно воспользоваться обычным перфоратором. Теперь нам нужно выставить по уровню столбики и относительно уровня земли. Высота от уровня земли должна быть 2 метра 30 сантиметров. На данный момент высота трубы над уровнем земли 2,10. Необходимо на 20 сантиметров сделать подушку песчано-цементную и поднять его выше. У меня есть такой бой цементного раствора. Он пригодится для подсыпки снизу, чтобы столб не ржавел. До необходимой высоты необходимо подсыпать 12 сантиметров битого цемента. И выставляем по уровню столб. Натягиваем веревку и выставляем все столбы по одному уровню. Для предварительной фиксации столба необходимо подкладывать деревянные втулки или кирпичи, чтобы она никуда не сместилась, и выставить его по уровню. Для того, чтобы угадать положение квадрата относительно ворот, я использую один профиль в качестве линейки уровня, который упираем в два столба и выводим их ось. Выставляем по уровню второй столб относительно первого. Смонтировав два столбика, легко установить третий, который должен быть с ними на одной линии. Здесь будет столбик и ширина калитки 95 сантиметров, так как у нас узкий двор. После выставления по уровню столбов приступим к их бетонированию. Я буду делать бетон марки М300. Цемент у меня 550, самый крепкий, пропорции немножечко меньше, чем для 400-го. Пропорция цемента 10 литров, 22 литра песка, 37 щебенки. У нас бетономешалка не очень большая, поэтому мы все делим на 2 и получаем эти цифры, чтобы получить 3,45 литра раствора. Вот, бетонный раствор готов, и можно его выгружать. Воды пошло в 2 раза больше, чем мы планировали.
И еще раз проверяем вертикаль столбика с двух сторон. И теперь можно приступить к монтажу ворот. Для начала необходимо закрепить в нижней части ворот профиль 20 на 40 строго горизонтально. Расстояние от уровня земли до ворот будет в моем случае 15 сантиметров. Нужно учитывать, чтобы ворота не терлись по земле при их открывании. И расстояние должно быть не очень большое, чтобы меньше собак и кошек лезло под ворота в ваш двор. С помощью подкладок я выставил профиль строго по горизонтали. И необходимо прихватить его точечной сваркой по углам. Теперь берем 3-миллиметровые прокладки, вставки и зажимы. И начинаем монтировать вертикальные крайние профиля. И прихватываем к стойкам, там где будут находиться завесы, этот профиль. И осталось прихватить верхний профиль по углам. Он стоит строго по горизонтали. Я уже проверил его уровнем. Теперь находим центр ворот и привариваем два профиля с зазором 6 миллиметров. Для выставления точного зазора между двумя частями ворот я использую такие же металлические прокладки толщиной 3 мм и струбцину. Вот так зафиксирован второй профиль ворот. И необходимо проварить точечной сваркой эти соединения. И фиксируем на ворота нижнюю поперечину. Расстояние от низа ворот до поперечины 50 сантиметров. 1/4 часть высоты ворот. Вот так она будет выглядеть. Я ее еще не приварил, только наживил. Такая же самая часть поперечная будет на второй половине ворот и на калитке. Теперь необходимо приварить по периметру квадрат 16 на 16 для упора профнастила. Этот квадрат даст дополнительную жесткость конструкции, и ворота не будут деформироваться. Для предварительной фиксации я воспользуюсь все теми же струбцинами. Прихватываем небольшими точками с интервалами 10 сантиметров. Когда обрешетка по периметру ворот для профнастила готова, необходимо выполнить вертикальную обрешетку по всей площади ворот. Профиль у нас Т7 и расстояние между волнами 11,8, которое необходимо выполнить на обрешетке. Проводим с помощью штангенциркуля для лучшей точности разметку с шагом 11,8 сантиметров. Такую же разметку необходимо сделать на верхней части. Теперь замеряем рулеткой расстояние между верхним и нижним профилем и вырезаем по длине вертикальные профиля. 142,7 сантиметров. Профиль у меня квадратный, с толщиной стенки 2 мм. И имеет размер 18 на 18 миллиметров.
Первый вертикальный профиль выставлен. Расстояние между ними получается строго 10 сантиметров. И можно приваривать строго 10 сантиметров. Расстояние между центрами равняется ширине волны 11,8 сантиметров. Я обваривать все вертикальные перегородки не стал, потому что это очень долго. Поэтому приварил их только с внутренней стороны. Внешний вид получается аккуратнее. Вот видно, зазоры минимальные, нет наплыва. В отличие от первых полос, которые придется еще подравнивать. Сварочные швы придется слегка сточить, потому что здесь будет контакт профнастила. И необходимо, чтобы он прилегал плотно к обрешетке. Поэтому берем шлифовальный круг и начинаем равнять швы. Вот все вертикальные перемычки наварены. Здесь внизу тоже будут перемычки. Но мы сначала приварим навесы, для того, чтобы убедиться, что ворота стоят ровно, не перекашивают по центру. И можно будет продолжить работу. Навесы имеют длину 13 сантиметров и диаметр 2 сантиметра 3 миллиметра. Внутри есть небольшой шарик, для того, чтобы легче открывались ворота и не заклинивали. Будем их приваривать. Ворота будут тяжелые, поэтому при приварке навесов необходимо воспользоваться пластинами толщиной 3 мм. Высота приварки пластин будет 25 сантиметров сверху и снизу. И с помощью уровня чертим линию. На верхнем уровне завеса привариваем пластину по ширине ворот. А второй кусочек привариваем немножечко ниже. Шов получился не очень красивый, поэтому обработаем его болгаркой. Вот один завес закреплен и обработан. Приступим к нижнему завесу, который будет крепиться также на 25 сантиметрах от низа ворот. Вот готов второй завес, уже обработан. Ничего лишнего не торчит, все надежно заварено. Вот завесы наварены, 4 штуки, и можно приступить к обрезке приваренных мест, которые фиксировали ворота. И теперь можно разрезать две половинки ворот. И после этого можно открывать ворота.
Ворота открываются без скрипов и без провисаний. Зазор одинаковый. Здесь еще будет притворная планка, поэтому это не страшно. Сверху я сделал временно фиксатор стоек, для того, чтобы не было провисания калитки. А затем там будет ферма автонавеса. Дальше я буду делать засов на ворота. Для этого я использую квадрат цельный размером 15 на 15 миллиметров и трубу профильную квадратную размером 20 на 20 миллиметров. С одной стороны ворот приварим квадрат подлиннее, с другой два коротких. Между ними будет приварена вот такая ручка. Вот одна часть приварена. Теперь необходимо приварить кусочек квадратного профиля с одной стороны и с другой, учитывая вход задвижки, чтобы хватало полностью закрыть. И привариваем к задвижке вот такую ручку в строго определенном месте под прямым углом. Вот Т-образная задвижка сделана. Теперь необходимо приварить второй кусочек профиля, для того, чтобы задвижка свободно ходила и не выпадала. Вот засов готов и легко открывается и закрывается в случае необходимости. Следующие упоры будут внизу еще, но это попозже, когда сделаем обварку нижней части. На следующем этапе приступим к монтажу калитки. Она будет иметь такой же дизайн, как и ворота. Уровнем размечаем горизонталь. Ставим 3-миллиметровые прокладки и фиксируем струбциной вертикальные стойки. И прихватываем углы точечной сваркой. Делаем 2 прихватки спереди, сверху и снизу. Для притвора калитки я буду использовать 2 прокладки по 3 мм. Размер 6 мм хватит для компенсации теплового расширения. И прихватываем верхнюю часть. Теперь на калитку приварим нижнюю горизонтальную полоску, такую как на воротах. На следующем этапе делаем обрешетку калитки, как и ворот. И на следующем этапе будем приваривать завесы на калитку. Вот завесы смонтированы, и можно разрезать калитку, освобождая ее от стоек. И открываем калитку. И начнем делать такую же обрешетку, как вверху, на воротах и калитке.
Теперь необходимо закрепить на калитку и ворота притворную металлическую планку. Я уже ее закрепил на струбцины. Примерно 2 сантиметра уходит внахлёст на калитку. Теперь осталось ее приварить. Приварим небольшими прихватками снаружи и на внутреннем углу. Вот притворная планка приварена, и дверь закрывается плотно. Зазоров нет. Вот нижняя обрешетка готова. И можно приступать к монтированию защелки на калитку. Я купил такую защелку, но она по ширине не подходит. Поэтому я вытащу засов и заменю основную часть с помощью 2 кусочков 4-гранного профиля. Заводской засов не подржавеет, аккуратно сделан и хорошо помещается в профиль размеров 17 на 17 мм. Прихватываем квадратный профиль с одной стороны по срезу ворот. И на таком расстоянии со второй стороны. Теперь делаем на стойке отметку местоположения задвижки и делаем в ней отверстие. Я буду сверлить сверлом диаметром 10 мм. Электролобзиком с пилочкой по металлу делаем из круглого отверстия квадратное. И поравняем отверстие квадратным напильником. Теперь проверим работу замка и соответствие отверстия засову. Все закрывается отлично. На следующем этапе необходимо сделать нижний засовый ворот. Я для этого буду использовать такой прут диаметром 1 см. И сделаем Г-образные рычаги. Их можно было выгнуть, но мне удобнее приварить, так как угол тогда будет строго 90 градусов. Вот такой получился засов. Сделаем такой самый второй. И затем почистим все хорошо от ржавчины. Вот засовы я почистил от ржавчины наждачным кругом. Теперь необходимо их слегка заточить, для того чтобы они лучше заходили в свои ответные места на земле. Затачивать я их буду также наждачным кругом с помощью углошлифовальной машины. Такого угла заточки вполне хватит для нормальной фиксации засова на своем месте. И теперь приварим 2 квадратных профиля длиной 30 см и размером 20 на 20 мм. Вот один засов готов. И помещаем в него трубу. Фиксация произошла. И привариваем фиксатор засовов ворот. Вот получились такие фиксаторы задвижек ворот. И на следующем этапе будем приваривать декоративную ковку к основной части ворот и калитки. Находим центр, прижимаем ковку струбцинами и привариваем в точках соприкосновения ковки с вертикальными полосками ворот и калитки. Для правильной фиксации ковки по центру ворот необходимо найти середину и с помощью уровня провести строгую горизонталь. И фиксируем струбцинами ковку. И привариваем ковку с внутренней стороны.
Ворота имеют такой внешний вид. Пока они не крашеные, поэтому внешний вид не очень у них симпатичный. Приварена ковка. Вверху я ковку делать не буду, потому что там будет автонавес. И расстояние между автонавесом и воротами всего 20 сантиметров. Вот ворота почти готовы. Осталось только покрасить их и прикрепить по периметру профнастил. Для этого я использую трехкомпонентную краску, потому что покраска должна быть капитальная и качественная. Краску можно использовать любую. У меня будет черная, глянцевая, трехкомпонентная. В ней находится преобразователь ржавчины, грунтовка и сама краска. Открываем краску и хорошо размешиваем. Расслоение краски недопустимо, потому что все компоненты должны быть вместе. Переливаем краску в небольшую емкость и начинаем работу. На следующем этапе начнем обшивать ворота и калитку профнастилом. Профнастил имеет размеры 1,20 м на 2 метра. Высота волны 0,7. Будем вырезать. Будем резать с помощью тонкого круга по металлу. Я буду прикручивать в каждую волну и по центру профиля к вертикальным стойкам. Стандартной ширины профнастила не хватило, поэтому пошел целый лист профнастила и еще кусочек 35 сантиметров. И теперь осталось закрепить последний кусочек в нижней части. Замок идет один в другой, для того чтобы эта наружная часть поджимала дугу и не было щели. Вот ворота обшиты, и приступим к обшивке калитки. Крепим последнюю нижнюю часть профиля, и калитка готова. Вот такой получился красивый комплекс. Ворота и калитка. Здесь еще потом посмотрим. Подкрасим, может, желтым цветом цветочки, серебрянкой или золотым. Посмотрим. А так уже все готово. Осталось только замок врезать с ручкой, замком. И работа будет закончена. На следующем этапе мы будем вставлять в калитку замок. Замок у меня обычного типа, с сердцевиной. Сердцевина имеет с внутренней стороны защелку, а снаружи замок. Ручки самые обычные, черная, подпружиненная. На расстоянии 1 метра от нижнего уровня калитки я оставил место для замка. Замок будет в этом месте. И делаем для него разметку. Я буду вырезать одну часть профиля 40 на 20, потому что вырезать его не получается из-за толщины. И будем наваливать сверху пластину. Толщина замка 18 мм.
необходимо сделать на такую ширину врез в профиле. Для защиты покрытия профиля от повреждений при работе с болгаркой я использую малярный скотч. И вырезаем кусочек профиля для замка. И вынимаем кусочек профиля. Меряем замок. Становится свободно. И подчищаем посадочное гнездо замка с помощью шлифовального круга на шлифмашине. Теперь замок заходит очень плотно и с небольшим зазором. И после этого привариваем пластину на свое место. Примеряем замок на свое место. Все прекрасно подходит. Теперь необходимо высверлить в этой пластине отверстие для квадрата и для сердцевины замка. Прикладываем замок к пластине и размечаем. Вот отверстие в профиле и в пластине одно готово. Вот отверстия готовы для квадрата и сердцевины. И проверим, как они вмещаются. Все помещается отлично. Значит, можно продолжить работу. Прокрашиваем приваренную планку и ждем, пока краска высохнет. Теперь можно снять малярный скотч с профнастила. Вот замок зашел на свое место. Отверстия в пластине вырезаны строго по размеру квадрата и сердцевины замка. С помощью оцинкованных шурупов самонарезных со скрытой головкой прикручиваем замок на свое место. Вставляем сердцевину на свое место и прикручиваем ее болтом. И прикручиваем ручку теми же нержавеющими самонарезными шурупами. Вот замок установлен и крышка. Проверяем работу замка. Ручка нажимается без усилия, все работает отлично. А с наружной стороны проблема. Здесь некуда закрепить ручку. Для крепления ручки замка я использую такую рамку, которую приварю к направляющим, и к ним уже будет крепиться на 4 болтах ручка. Теперь нужно аккуратно обкрасить эту рамку и прикрутить сюда ручку. И прикручиваем на место ручку. Вот ручка на месте. На следующем этапе необходимо закрепить ответную планку замка. Она имеет такой внешний вид. Отмечаем простым карандашом край щеколды на стойке. Теперь прикладываем к ней запорную планку и размечаем места крепления. И прикручиваем планку на свое место.
Теперь обводим отверстия внутри и будем их вырезать в стойке. Просверливаем отверстие по диаметру пилки. И начнем его выпиливать электролобзиком с маленькой пилкой по металлу. Небольшой фрезой немного закругляем верхние и нижние края. Проверяем работу замка. Закрывается и открывается без проблем и заеданий. Осталось покрасить цветочки на ковке, для того, чтобы она была более симпатичная. Я использую такой акриловый лак золотого цвета. Получились такие симпатичные золотые цветочки по центру ковки. И наконец, наши ворота с калиткой готовы. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как сделать ворота и калитку из профнастила с коваными элементами. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.